Приветствую вас на моем канале. Рада, что зашли ко мне в гости. Давайте сделаем расклад на финансовое благополучие на ближайшие 3 месяца для вас. Давайте посмотрим, что вам карты подскажут. Возможно, дадут какой-то совет, возможно, предупредят о чем-то, чтобы вы что-то делали или наоборот не делали. Ну и в целом, как обстоят дела у вас в финансах. Здесь будет влияние прошлого и что сейчас заканчивается. Здесь настоящее. И, возможно, что-то начинается в вашей жизни. Здесь самое близкое будущее. Нужно ли вмешиваться, чтобы улучшить ситуацию, или, может быть, оставить все как есть? И в чем урок для вас в данной ситуации? Итак, выпало много старших арканов. Сейчас я чуть поправлю камеру, чтобы вам были видны карты. Так, влияние прошлое на настоящее. Выпала карта звезды, шестерка монет и папа, иерофант в классической колоде Райдера Уэйта. Возможно, вы понадеялись на свою стабильную ситуацию и взяли какую-то большую сумму денег. Получили, не знаю, в подарок, возможно, взяли ее в кредит. Надеясь на то, что у вас финансовая стабильность, и вы сможете вернуть эти деньги. Также тоже может показывать, что у вас была надежда, то есть у вас есть надежда из прошлого, сохраняется, что ваша ситуация финансовая стабильна, что у вас достаточно денег, что у вас хорошее устойчивое положение на работе, и ничего, никакие перипетии с вами случиться не могут, никакие неприятности финансовые случиться не могут. И вы даже вот по шестерке монет сами оказывали кому-то помощь, сами раздавали подарки и тратились, и были таким а, доброй, доброй феей или волшебником. Ну вот в настоящем карты вас предупреждают быть немножко осторожным. Выпала карта рыцарь жезлов, десятка мечей и восьмерка пентаклей, восьмерка монет. Потому что есть угроза в вашей карьере, из-за ваших же собственных амбиций. Возможно, вы по рыцарю жезлов стали проявлять себя немножко амбициозно, хотеть большего, возможно, требовать чего-то большего от начальства. Может быть, говорите, если вы мне зарплату не повысите, да я уволюсь. И иногда это могло срабатывать, а вот сейчас может и не сработать. И вы можете потерять свою работу, свою карьеру. Также десятка мечей может показывать, тут написано вот карта предательства, что, может быть, вы рассчитываете на каких-то людей, и кто-то вот неожиданно вам так вот нож в спину, какие-то недоброжелатели у вас на работе или в вашем окружении, и какую-то гадость вам сделают, возможно, обговорят вас, и ваша карьера может закончиться, возможно, вас даже и уволят.
Также может быть ситуация, если вы брали кредит вот в прошлом, и случится какие-то неприятности. Может быть, ваша фирма закроется или компания, где вы работали, закроется. И вас ждет затруднительное положение по возврату кредита. Вам придется срочно искать какие-то новые источники доходов, что-то придумывать, чтобы удержаться на плаву и поддерживать свою финансовую стабильность. А вот по картам будущего, близкого будущего, мы смотрим 3 месяца. Вам карты говорят о том, что, в принципе, хорошие карты выпали. Возможно, вы начнете свое дело вот по карте сапожник, или это маг в классической колоде. У вас будет вдохновение, и вы, может быть, что-то начнете в сотрудничестве с кем-то. По двойке чаш. Возможно, вам помогут друзья, близкие, чтобы или устроиться на новую работу, вот по сапожнику. Возможно, вы поменяете вид деятельности по королеве жезлов. Вот эти вот все 3 карты. И вы вот сбор винограда, то есть оно начнет вам приносить тоже доход. То есть если вам в настоящем, ближайшем или в ближайшее время у вас будет критическое состояние, или сейчас критическое положение, то в ближайшем будущем у вас состояние вот, исправится, все наладится при поддержке друзей. Не отказывайтесь от помощи. Не будьте, э, и как бы думать, что вы совсем можете справиться сами, что вам не нужна помощь никого. Иногда стоит обратиться за помощью, и вы получите желаемый результат. Также нужно ли вмешаться, чтобы улучшить ситуацию? Выпала карта император и король мечей. Такие 2 стабильные карты. В принципе, может показывать, что стоит обратиться за помощью вот каким-то 2 мужчинам, которые вам помогут с финансами. Или по карте император вам предлагают быть самому, чувствовать как император, быть самому как император. Возможно, иногда стоит принимать какие-то осознанные решения, не бояться, не испытывать страха по королю мечей и по императору. Императоры не боятся, у них все под контролем, все хорошо. Поэтому доверьтесь высшим силам. Здесь много высших арканов. И если вдруг какие-то проблемы возникнут, то вам обязательно помогут. Будьте честны с самим собой. Э, Будьте амбициозны. Если есть желание начать что-то новое, начинайте. Возможно, вы давно хотели свое хобби превратить в источник дохода. Вот ближайшее будущее показывает, что это самое время, чтобы начать получать урожай с этого, прибыль с вашего хобби. И какой урок из всей этой ситуации вы можете вынести? Получилась 5 монет. Не будьте зациклены на одном. Если возникают какие-то мысли о переменах, то вам нужно что-то менять. Иначе у вас есть вероятность того, что вы можете потерять все. То есть нужно быть гибким, смотреть чуть-чуть в будущее. Не одолжайте деньги, потому что есть риск, что вам их не вернут, и вы будете потом просить, а никто и
и не сможете вы вернуть ваш доход. То есть будьте чуть-чуть более осознанными, вот по королю мечей, и чувствуйте себя как император в любой ситуации, что у вас все под контролем, и вы избежите больших потерь финансовых. Вот такой получился расклад. Я желаю вам всего самого хорошего и до новых встреч!